Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Тортомания. В этом выпуске мы будем делать красивый цветок для свадебного торта – белую лилию из сахарной рисовой мастики. Также приглашаю всех желающих подписываться на канал и не пропускать новых выпусков. В этот раз мы будем использовать для цветка не вырубки, а обычный бумажный скан. Этот скан выставлю у себя в телеграм-канале. Переходите по ссылке, подписывайтесь и скачивайте рабочие сканы для своих потребностей. Здесь у нас есть 3 варианта по размеру. Я буду использовать средний вариант. Для одной лилии предназначены 2 вида лепестка – широкий лепесток и узкий лепесток. Для начала нам нужно вырезать лепестки, то есть заготовки. Для лепестков нам нужна проволочка номер 26. Я беру 2 и разрезаю каждую на 3 части. У нас будет 6 отрезков, так как у лилии 6 лепестков. Для тычинок берем проволоку номер 30 и разрезаем ее также на 6 частей. Для столбика берем проволоку номер 20, разрезаем ее на 2 части. Одну часть будем использовать для одного цветка. Вначале сделаем столбик. Берем отрезок с проволокой номер 20 и небольшое количество мастики. Скатываем небольшой жгутик и насаживаем на проволоку по центру. А можно перед этим смазать клеем, если мастика у вас плохо крепится на проволоке. Прокручиваем и зажимаем пальцами. Таким образом формируем столбик. Столбик имеет длину приблизительно 4-4,5 сантиметра. Вот приблизительно такой столбик должен быть. И теперь мы делаем разрез на рыльце. Вот прикладываем к заготовке. Посмотрите, столбик занимает большую часть лепестка по размеру. Переходим к тычинкам. Берем отрезки от проволоки номер 30, очень маленький кусочек мастики и также накручиваем на половину отрезка. Нужно постараться, чтобы слой мастики был как можно тоньше. Вот так пальцами накручиваем, подтягиваем кверху. Основная часть мастики ложится по проволоке, а все лишнее поднимается кверху, и мы его снимаем, то есть отрываем. Сравниваем с столбиком. Вот как раз то, что нам нужно. Тычинка должна быть на пол сантиметра меньше по длине, чем столбик. Немножко ниже. Все отлично. Таких тычинок нам нужно сделать 6 штук. Теперь нам нужно прикрепить к тычинке пыльник. И берем очень маленький кусочек мастики и вот скатываем такой маленький скатыш. Смазываем кончик тычинки клеем и крепим. На каждую тычинку нам нужно приклеить по одному пыльнику и ставим на сушку. Пока сохнут тычинки и столбик, мы сделаем лепестки. Лилия имеет 6 лепестков, 3 узких лепестка и 3 широких лепестка. Я сначала сделаю 3 узких лепестка. Берем отрезок проволоки номер 26. Фиксируем жгутик из мастики на 1/3 проволоки. Ставим проволоку в углубление и берем небольшой кусочек мастики для лепестка. Присыпем крахмалом и слегка раскатаем. Прикладываем сверху на проволоку. Теперь снова раскатываем. Теперь уже нужно тонко раскатать. Раскатываем вперед, влево и вправо. Обратите внимание, что центр, там где находится сама проволока, в углублении оставляем более плотным. Берем бумажную заготовку, вместо вырубки прикладываем и вырезаем кондитерским ножом. Бумажную заготовку снимаем, можно припылить немного крахмалом и, если есть потребность, утончаем лепесток. Делаем отпечаток вайнером и еще немного утончаем края лепестка. Таких узких лепестка делаем 3 штуки.
Желательно сравнить, чтобы они все были одинакового размера. На всякий случай прикладываем столбик. Вот столбик у нас по длине занимает большую часть лепестка. Ставим лепестки сушиться на несколько часов. За это время сделаем еще 3 широких лепестка. Процесс работы ничем не отличается от предыдущих лепестков. Мы делаем все точно так же. Единственное, что отличает эти лепестки, это размер. Этот лепесток более шире и чуточку длиннее, чем предыдущий. Ну вот, чтобы вы понимали, для сравнения посмотрите. Это узкий лепесток, а это широкий. Отличается только слегка размером. Делаем 3 штуки и отправляем на сушку. После того, как все детали цветка у нас подсохнут, собираем цветок. Берем белую тейп-ленту, крепим ее на проволоке. Сразу у основания. Теперь берем тычинку, слегка нагибаем проволоку, приставляем и прокручиваем лентой. Таким образом нам нужно прикрепить 6 тычинок, так чтобы они располагались по кругу равномерно. Вот таким образом у нас получится вот такая сердцевинка для цветка. И теперь крепим лепестки. Я беру сначала 3 широких лепестка, проволоку слегка нагибаем и крепим 3 лепестка равномерно по кругу. После этого переходим к узким лепесткам. Также нагибаем проволоку и крепим лепесток между 2 широкими. Вот такие лилии получились у меня. Я их делала специально для вот этого свадебного торта. За счет того, что лепестки у нас находятся на проволоке, мы можем лилию слегка скорректировать, сделать ее более закрытой или наоборот открыть цветок. Не забывайте писать свои комментарии. Критика также нужна, потому что она заставляет развиваться. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Желаю вам всего хорошего. До следующего выпуска.